заикание держится на бредологии. То есть заикающимся заморачивают голову всяким бредом. И вот заикающиеся этот бред пытаются каким-то образом воплотить в речь, в устную. Я каждый раз указываю на материальный носитель речи у человека. Это уста, это источник устной речи. Руки — это источник письма, так как мы видим эти наглядные инструменты, как руки, так и уста, то мы должны мыслить не как бредологи, а материально. И должны в речи использовать реальные инструменты речевые, которые каждому заике дала природа. Все заикающиеся здоровы в плане инструментария от природы, но заика не умеет пользоваться устами и начинает придумывать себе различные речевые методики. Заикание — это когда заика борется со своими устами. Также он может с другими речевыми инструментами бороться. Это с ушами, это с глазами, неправильно их направляя. Также заика может с вниманием бороться, со временем бороться, постоянно себя подгоняя, ставя перед собой неверные задачи. То есть это уже борьба с намерением. И вот все эти неверные виды борьбы против своего собственного естества, против своей собственной речевой природы называются заиканием. И, как вы понимаете, борьба и замороченность — это не болезнь. Внушают заикающимся, что якобы он борется не с чем-то материальным, не с чем-то реальным в виде себя самого материального, да, а с каким-то якобы мифическим заиканием, которого никто никогда не видел. Все, что мы видим, это дергание заикающегося в попытке сказать. То есть мы видим, что заикающийся пытается воздействовать на собственное тело, на собственную память, на ум, на внимание, и у него ничего не получается. Вернее, получается, но не настолько хорошо и красиво, и гармонично, как это получается общеупотребительно у всех нормальных людей. Почему общеупотребительно? Ну, потому что уста у всех одинаковые, и люди все пользуются устной речью, устным словом абсолютно одинаково. Одна и та же техника рингтонной работы уст у всех нормальных людей, и она передается из уст в уста, от родителей к ребенку. Заикающийся в уста не смотрит, он предпочитает свой метод, особый метод использования речевых инструментов человека, и таким образом речевые инструменты под его метод не подходят, они начинают сопротивляться. И вот этот эффект называется речевой ступор, то есть то, что логопеды или, как я говорю, логобреды называют спазмом речевым, но на самом деле это никакой не спазм. Это неправильное использование речевых инструментов заикающимся, своих собственных, нормальных, здоровых. Заикающийся борется сам с собой, борется со своими собственными речевыми инструментами. Причем эти инструменты здоровы. Это все равно, что человек, который хочет научиться играть на скрипке, начнет неверно общеупотребительно ее использовать, а начнет ее насиловать каким-то методом, пытаясь ее заставить играть так, как ему хочется, а не так, как это делают все нормальные музыканты. Так вот, заикающимся внушается очень многими людьми, логобредами, то бишь логопедами, там, врачами, кем только не внушается, бабками, детками, там, родителями, кем угодно. Все это говорится, типа, что это научно очень, что якобы там у заикающегося больны какие-то мозговые центры Брака и все вот это прочее. Это все бред и бредология. Самая главная бредология в том, что заикающийся является якобы больным человеком, что есть якобы некая болезнь заикания, реально существующая в объективной действительности. И вот с этой болезнью надо с ней бороться, надо тренироваться, надо лечиться. И вот если заикающиеся в этот бред верят, они остаются навечно заикающимися, потому что бредология, она чем отличается от нормальной науки? Тем, что она бездоказательна. То есть заикающиеся верят в то, что они больны, но
когда мы начинаем исследовать, что же конкретно у них больно, какой же инструмент у них находится в дисфункции, мы не находим. То есть все инструменты абсолютно здоровые, никакой болезни они не подвержены. Уста здоровые, соответственно, глаза здоровые, уши здоровые, память здорова, способна запоминать, нормально отражать запечатленные явления через глаза, через уши. Ну, такие понятия, как резонанс физический, гравитация, я уже вообще молчу, то есть они вообще изначально болеть не могут или травмироваться, допустим, да, как челюсть у человека и так далее, или глаза, или уши у человека. Но у заик все эти инструменты абсолютно здоровы. А вот пользуются они ими не как все нормальные люди. И вот я даю заикающимся общеупотребительный речевой стандарт, к которому они и должны сами себя приучить. То есть стать как все нормальные люди. Не бороться со своим речевым инструментарием, а научиться им полноценно, нормально пользоваться. Если кто-то говорит, что есть методика Снежко, Роман Снежко, это я, если кто не знает, кто не видел, кто не слышал. То есть я даю заикающимся очень короткий путь расставания с заиканием. Да? То есть это не борьба, это как уйти от чего-то, вот от этой бредологии неверной, уйти от борьбы с несуществующим заиканием и прийти к нормальному речевому использованию своих нормальных здоровых речевых инструментов. И вот этот переход я предлагаю совершить всего-навсего за 3 рабочих дня. То есть за 3 дня вы уходите от бредологии и приходите к общей употребительной речевой норме. Вот эта общая употребительная речевая норма – это то, как говорят все нормальные люди. Все нормальные люди говорят абсолютно одинаково. Они используют одни и те же устные слова, мелодики. Они используют один и тот же речевой инструментарий. Одним и тем же способом, без каких-либо различий, без каких-либо вариантов. Это называется речевой эталон или речевая норма, которую я просто открыл и наглядно, материально описал для всех заикающихся. Я перевожу заикающегося из вот этой бессмысленной бредологии к нормальному логическому человеческому мышлению. Заикающиеся бредят наяву. Ну, представьте вот человека, который бы во взрослом возрасте вас бы убеждал, что он хочет бороться с Бабой-Ягой, он хочет пойти в лес, найти Бабу-Ягу, ведь в русских сказаниях написано, что она есть. Вот он собирается ее реально поймать в этом лесу, каким-то образом ее побороть, победить и вот всем привести и доказать, вот что она есть. Ну, вы скажете, псих, сумасшедший, то есть он не понимает, не различает, где действительность, а где иллюзия, миф, легенда, бред, проще говоря. Вот вера в Деда Мороза, вера в Бабу-Ягу, если взрослый человек в это все на полном серьезе верит, но мы понимаем, что это уже не ребенок, которого просто обманули родители, или который пока еще в силу своего слабоумия верит в сказки, то ребенка мы за это прощаем. Но взрослому уже непростительно верить в сказки. Так вот, есть сказка про болезнь заикания, которую рассказывали в детстве детишкам, которые неправильно начали использовать свой речевой аппарат по разным причинам и были названы заиками. Так вот, эти люди выросли и до сих пор верят в то, что они больны. И вот это бред. То есть они из маленьких глупых детишек превратились уже вполне себе взрослых, но мозг у них остался вот с этой детской верой, что они больны каким-то там заболеванием. И вот это уже бред. Люди остались глупыми. Человек, допустим, 25-26 лет, хорошо, 30-40. Я знал заикающихся и в 60 лет ко мне приходили. И все эти люди абсолютно были уверены и убеждены, что
есть болезнь заикания, что она неизлечима, что с ней надо бороться, ну и так далее, что у них диспазм здесь возникает, что у них там поврежден мозг. Это все им рассказывали из вот этой бредологии, из вот этой истории про болезнь заикания, сопровождая ее всякими байками, что заикание где возвращается, что оно коварное, что проявляется оно на публике в основном, а заика наедине-то говорит нормально. Сколько я заик за 28 лет не тестировал, все, оказывается, что говорят ненормально. Ставишь видеокамеру, даешь задание, уходишь, смотришь, как заика с этим речевым заданием справляется. Ну, допустим, банальное чтение, пересказ. Считаем ошибки, видим, что те же самые ошибки заика допускает как в реальной жизни, в общении в реальном с другими людьми, также и наедине. Те же самые ошибки он может быть в меньшей степени, но допускает, потому что отвлекающий фактор в качестве живого человека, наблюдающего, отсутствует, поэтому заика может не отвлекать внимание на посторонних людей, больше сосредоточиться на речевом задании. Но, тем не менее, если он неверно произносил устные слова, если он не знает, что такое устный рингтон, он так и не может верно эти слова произнести. И неважно, находится он на публике или находится он наедине. Но заика в это верует, он на этом более того настаивает, подобно тому, как верующий в Бабу-Ягу, в Деда Мороза будет до конца настаивать, что они существуют, и шизика его не переубедить, да, то есть человек, который верует в то, что существует болезнь заикания и не хочет проверить реально, что он борется не с заиканием, а с собственными речевыми инструментами, про которые он вообще слыхом не слыхивал и видом их не видывал, хотя они у всех вот наглядно, да, глаза, уши на лице расположены, они даже не спрятаны, как, допустим, прочие части тела под одежду. Но, тем не менее, вот эта вера бредовая в заикание, в болезнь, это главная причина и основа всей бесконечной этой борьбы с заиканием. Борьба с заиканием — это виртуальная, бредовая идея, а по факту мы видим и наблюдаем, что заика борется со своим мышечным инструментом, подобно тому, как человек бы боролся с собственной рукой и по-разному брал ручку самыми неудобными способами, потом пытался бы, значит, своей рукой очень неудобно взять и что-то там писать, рисовать. Получалось бы, да, но крайне плохо, крайне неудобно и, естественно, не общеупотребительно, как учат в школе. Но у заик с этим проблем нет, поэтому заики спокойно пишут, никаких проблем с письмом не испытывают. При этом они не общеупотребительно используют свои уста. Уста, естественно, не работают. Что такое устный рингтон? Пожалуйста, я множество книг написал по этому поводу, но так как заики в основном люди, погруженные в бредологию, то им крайне тяжело, наверное, будет читать мои книги. Вот мои книги на Литрес. Литрес, сам издат. Роман Снежко. Забиваем. Открываются вот книги. Пожалуйста. Здесь истинная наука. Исправление речи заикающихся. Революция сознания заикающихся. Библия заики. Есть еще другие книжки тоже. В соавторстве с Анной Дитер мы это все сделали. Ей большая благодарность за помощь мне. Потому что я такой человек, что двигаю науку, а Анна воплощает это все в какие-то материальные вещи, помогает мне материализовать. Ну, написано огромное количество книг. Сейчас мы делаем учебник уже для логопедов, чтобы просветить этих бредологов и дать им возможность реально помогать заикающимся. Сейчас создаем с Анной целый курс для логопедов по их переквалификации. Надеюсь, нам хватит силы, энергии это сделать. Чтобы вот с этой бредологией под названием болезнь заикания покончить раз и навсегда. Потому что если заика начинает рассуждать, что ему надо тренировать, самое главное, основа его глупых бредовых рассуждений, что он борется и он болен.
Вот это бредология сильнейшая. То есть если заика до сих пор борется с заиканием, значит он заика, значит он еще не поумнел, он еще остался этим глупым взрослым ребенком. И пока он не поумнеет, он будет в бреде находиться. То есть это несоответствие материальной действительности. Когда человек бредит, он начинает тыкаться. Он видит галлюцинации перед собой, не видит реальности в этот момент. И, соответственно, он становится неспособным к осуществлению нормальных, точных, продуктивных действий в объективной действительности. Он как бы оторван от действительности. И вот это состояние бреда, такого галлюцинаторного, полугаллюцинаторного бреда. Так вот, каждый заикающийся галлюцинирует этой болезнью заикания. Он галлюцинирует тем, что ему, допустим, слово «три» не одним движением уст легче сказать, а нужно сначала на «т» сделать отдельное движение уст, потом на «ри» сделать, и он вот пытается это «т» с этим «ри» соединить. Но два движения уст в одно несоединимы, если ты в голове их не соединил. То есть есть рингтон 3, одно движение, 3. Вот и все, 3. И все нормальные люди могут это движение сделать. Заика же будет до конца своей жизни пытаться Т отдельное движение с Ри отдельным движением соединить, что физически абсолютно невозможно. Будет тратить на это огромное количество сил, огромное количество энергии, огромное количество тренировок и методик, но все это будет абсолютно напрасным, потому что два движения уст одним никогда не станут. До тех пор, пока вы будете пытаться отдельное Т соединить с отдельным Ри. Нет, есть рингтон 3, там ничего не надо разделять изначально, то есть он вот как есть, рингтон 3, то бишь звуковой аккорд. Это терминология новая даже для логопедов. Звуковой аккорд или блатной аккорд, как хотите. Метод Снежко, метод Рингтона, этот метод блатных аккордов. Это очень просто. То есть три, тра, тро, тря. То есть вот это простые блатные аккорды. Каждый аккорд это отдельное движение речевого аппарата, в котором нельзя Т отделить от Ре, Ре отделить от И. То есть три это абсолютно базовый речевой аккорд. А уста работают подобно тому, как вот гитара работает. Сразу, да, 3 пальца, один удар, вот вам звук, аккорд. Все 3 струны, даже там 5 струн может звучать, но 3 струны издают специфический звук под названием аккорд. Точно так же работает наш речевой аппарат. Он работает на рингтонах или на звуковых блатных аккордах. Если вы этого не понимаете, вы будете свои уста напрягать на все, что угодно, на отдельные буквы, на отдельные звуки, на открытые, на закрытые слоги, на целые слова, на предложения или фразы. То есть ничего здесь работать у вас не будет, потому что все это бредовые ложные программы. Это бредология, ребята. И бредология, она в ваших устах превратится в ступор. Вот эта бредология живет у вас в голове. Эти галлюцинации про борьбу с заиканием, про тренировки от заикания. Этот бред живет у вас в голове. Я берусь его очистить у вас за 3 дня. И если вы этот бред снова откуда-то возьмете, и снова заправите себе в голову, и снова на основе этого бреда попытаетесь задействовать свои речевые инструменты, у вас снова ничего не получится. Тот заика, который не знает, что такое общеупотребительный эталон устной речи романа Снежко, никогда он не будет нормально, полноценно разговаривать, как все окружающие люди, хотя физически он может это сделать. Без каких-либо долгих тренировок, вот так взять и переключиться сразу на общеупотребительную, нормальную, естественную речь. Почему? Ну, потому что у него вся физиология абсолютно здорова, без каких-либо проблем. Переключиться можно вообще не напрягаясь, то есть никакого напряжения для этого там или усилия, как это заики привыкли делать не нужно. Так вот, расставание с этой борьбой
и переход к нормальной, естественной, общеупотребительной, эталонной речи. Как у всех нормальных людей, вот этот переход можно осуществить за 3 дня. Но вера в этот бред вам не позволяет это сделать. То есть вы верите в то, что есть болезнь заикания, то вы к Снежко не придете. Почему? Ну, потому что вы верите, что у вас там что-то с мозгом неправильно. И что какие-то тренировки ваши типа гены изменят, они не изменят. Это вон когда он, сколько бы он ни тренировался, он дауном и останется. То есть, или там безногий, безрукий ребенок, если и родился, сколько бы он ни тренировался, у него рука не отрастет, да. То есть, если вы верите в то, что у вас что-то там с генами, и вы верите, что тренировками вы что-то измените, ну, значит, вы бредолог вот вообще, да, то есть вы глупейший человек на самом деле. Если вы верите, что есть какие-то там речевые центры, про которые вам говорили браковерники, тогда посмотрите на попугая, у него никаких вообще речевых центров нет, но он же говорит. Учится говорить, да. Если вы верите, что речь врожденная, как вам сказали, что она сама по себе должна развиться у человека, то это бред. Почему у детей Маугли она не развивается сама по себе к определенному возрасту? Почему люди ходят в школу, чтобы выучивать устные слова больше и больше, читать больше книг, учить информацию, домашние задания, такое больше слов устных, понятий и так далее. Человек их запоминает. Поэтому речь мы учим, слова мы учим, дети слова учат, не рождаются дети со словами. Это навык. То есть кто верит, что речь развивается сама по себе, опять же, это жертва бредологии, жертва бредологов. Верите в то, что с помощью какой-то методики вы сможете Т и Ри говорить слитно, как это говорят логопеды, то есть одним движением 3. Но если у вас Т отдельно в голове, а Ри отдельно, то на Т будет одно движение, на Ри второе движение. Эти два движения в одно никак не сольются, пока они у вас в голове отдельно стоят. Отдельный звук Т и отдельная Ри. Вот они где стоят, вот бред стоит, вот здесь должен соединиться рингтон 3, и это не Т и не Ри, потому что это рингтон 3, понимаете, и он целый, а не отдельная Т и отдельная Ри, на которые требуются физически два движения. Вот подробно я этот механизм объясняю на своем 3-дневном курсе. Если вы до сих пор рингтон путаете с каким-то слогом, с какими-то отдельными звуками, значит вы до сих пор в бредологии находитесь. Нормально, общеупотребительно говорить вы не можете, потому что вы бред пытаетесь соединить с материальными устами, то бишь с материальным объектом. А бред, когда он соединяется с чем-то материальным, возникает ступор. Материальное не действует в соответствии с человеческим бредом. Оно действует в соответствии со своей природой материальной. И эта природа, как правило, у любого инструмента общеупотребительна. Неважно это гитара, неважно это пианино, неважно это уста, неважно это рука или что. То есть материальная природа, она всегда общеупотребительна. И поэтому никаких многих методик от заикания быть не может. Вернее, не могут быть на уровне бреда, да, но применительно к реальному речевому общеупотребительному человеческому инструментарию, конечно же, все эти разношерстные методики, они абсолютно разные. Они не могут подойти к одному инструменту. Подобно тому, как на гитаре можно играть только так, как эта гитара позволяет сделать. Вот то же самое уста позволяют сделать только рингтон, чтобы это звучало гармонично, правильно, естественно и общеупотребительно. Если вы будете пытаться хоть к гитаре применить какой-то особый метод игры, который ей не подходит никак, также и к устам, если вы будете применять что-то другое, противоестественное для этих уст, уста будут сопротивляться, уста будут отвечать вам ступором. И это никакой не спазм, то есть это ответ уст на противоестественное или бредовое действие. Так вот, бредология, она заик подталкивает, провоцирует на осуществление бредовых действий, бредового поведения со своим речевым
инструментом. Отсюда этот инструмент клинит. Это не речевые, противоестественные, неправильные речевые действия, ну или бредовые действия. Так вот, заика, пока он эти бредовые действия осуществляет с умным видом, а ему поддакивают и хлопают логопеды, что он давай, старайся, давай, напрягайся, давай это противоестественное действие, знаете, напяливай на свои уста, как сову на глобус, вот, и получается вам заикание, да, сова на глобус не лезет, соответственно, бредология к устам не подходит. Все эти бредовые методы, всякие дыхания, крики, растягивание звуков, там, я не знаю, ускорение, скороговорки, попытка что-то там перепрыгнуть, попытка разбить слово на какие-то части, каким-то образом его исковеркать, видоизменить. Якобы это поможет в борьбе с заиканием. Вот это все бредология. Пока вы бредите, ребята, пока вы заняты этим бредом, пока вы этот бред пытаетесь спроецировать в собственные уста, уста будет клинить, ребята. Вы имеете дело с инструментом, с материальным инструментом, подобным гитаре, барабану, лютне, флейте, обычному молотку. И все эти инструменты, их материальное устройство определяет то, как ими можно разумно пользоваться. Потому что молотком можно заколачивать гвозди, можно выбить кому-то глаз или руку отбить. Поэтому есть разумные способы использования, то бишь общеупотребительные способы есть. А есть способы использования разрушительные, тупые, абсурдные, нелепые, бредовые, одним словом. Вот все методы борьбы с заиканием – это все бредология. Бессмысленная, абсолютно тупая, глупейшая попытка вот этот метод спроецировать и по этому методу индивидуальному заставить двигаться уста, но они будут двигаться индивидуально. Соответственно, звуки они будут издавать индивидуально, а не общеупотребительно. То есть это будет никак не похоже на нормальную общеупотребительную речь. Инструмент гитара может заиграть профессионально только в руках профессионала. А профессионал действует общеупотребительно, как прочие профессионалы действовали до него. Если вы хотите с помощью этой гитары извлечь такую же красивую мелодику, как это делает профессионал, вы должны действовать по его схеме, по его пути, то бишь общеупотребительно для профессионалов. Если вы хотите сотворить что-то уникальное, ну, это, возможно, будет смешно, это, возможно, будет прикольно, это, возможно, будет весело, но это точно не будет красиво. И это будет действительно удивлять и смешить людей, но восторга и восхищения это вызывать не будет. Так вот, речевое устное музицирование, оно возможно только по общеупотребительному устному слову, по общеупотребительному устному рингтону, из которых состоит это устное слово. Попытка каким-то любым другим способом заставить свои уста говорить, как все, но эта попытка идиота, это сизифов труд. Знаете, да, кто такой Сизиф? Человек, который пытается закатить камень в гору, но каждый раз этот кусок скалы снова скатывается вниз, и все начинается сначала. Так вот, вы занимаетесь вот этим самым сизифовым трудом. То есть вы боретесь с заиканием, вот этот глупый камень заикания катите наверх, а там должна реальность быть наверху. Но как только вы туда докатываете, соответственно, реальность, этот камень, этот ваш глупый кирпич, методику сбрасывает вниз, потому что не подходит. К реальности ваша фантазия не подходит. К реальному инструменту ваш метод не подходит, потому что он работает общеупотребительно. Он сам дает метод,
которым правильно его использовать. Гитара дает метод правильного использования. Молоток дает метод правильного его использования, то есть определяет способ использования правильный сам инструмент, то есть его не определяет человек. И поэтому вы должны подстроиться под инструмент, под его правильное использование, но никак не инструмент будет под вас подстраиваться. То есть уста никогда под вас подстраиваться не будут. Они будут только отвечать вам ступором на любое действие не общеупотребительное, то есть не согласующееся с их естественным предназначением. Поэтому, ребят, давайте вот вам 3 дня, подумайте хорошенько, продолжать ли вам верить в эту бредологию, или все-таки прийти ко мне и начать становиться психически адекватными, понять, что никакого заикания не существует, а то, что вы называете заиканием, это попытка ваш бред спроецировать в собственные уста, то есть заставить уста общеупотребительные, вот этот инструмент, работать по вашему способу. Они не будут работать по вашему способу. То есть есть общеупотребительный устный речевой эталон, академик Снежко его каждому заикающемуся показывает и говорит: вот делай так, и с твоими устами конфликта больше никогда не будет. До кого дошло? За более чем уже 25 лет я заикам это пытаюсь донести и объяснить. Вот до кого дошло, они уже больше со своим речевым аппаратом не борются, а используют его вполне гармонично и нормально. Бред про болезнь заикания они забыли. Они понимают, что нет никакого заикания. И они больше не борются и не пытаются заставить уста говорить каким-то методом, а говорят по общеупотребительному речевому эталону. А те, которые продолжают попытки заставить уста говорить так, как они хотят, по каким-то там бредовым идеям, все они касаются именно борьбы с заиканием. Если вы верите, что вы больны заиканием, если вы верите, что вы боретесь не со своими устами, а с каким-то заиканием, то вы еще шизик-заика. То есть вы со своими устами общего языка не найдете, потому что инструмент по-вашему не будет работать. Не будет никогда. Подобно тому, как молоток не будет забивать гвозди по какой-то вашей методике. Он забивает гвозди только так, вот как он предназначен их забивать. И по-другому никак. То же самое пианино, оно не будет играть так, как вы хотите. Оно будет играть так, как оно приспособлено играть. Вот то же самое уста. Они будут работать только так, как их приспособила природа по общеупотребительному речевому эталону. Что это такое? И как это работает? Пожалуйста, приходите. 3 дня, это очень просто. Это достаточно быстро вам показать и растолковать. Ну да, придется переучить устный словарный запас, привести его в порядок, потому что его у вас просто нет в основном. Или он битый очень серьезно. Кто его разбил? Да вы сами его разбили на слоги, на буквы там, на какую-то ересь. Опять же, бредовую, которую вам логопеды говорили и учили, и подсказывали, типа как профессионалы, а вы в этот бред в логопедический верили. То есть вот этот бред не работает, его нужно менять на общеупотребительный устный словарный запас и взаимодействовать по резонансу со своими устами, только вот этими общеупотребительными устными словами, мелодиками, которые состоят не из букв, не из звуков, не из слогов открытых, закрытых. Они состоят из рингтонов и ни с чего-либо другого. Не понимаете, что такое рингтон? Пожалуйте на мои занятия. За 3 дня вы это точно должны понять и избавиться от этого логопедического бреда. Потому что пока вы бредите, своим бредом вы свои уста гармонично заставить никакими силами, никаким давлением не сможете. Так же, как пианино, не от того, что вы силу к нему применяете, играет, а от того, что вы умение применяете, общеупотребительный навык, его использование. Этот навык определяет не желание человека, а функциональные особенности самого инструмента. В общем, я на сегодня все сказал. Всем пока-пока.
На этом я урок заканчиваю. Кто меня услышал и понял, молодец. Кто не понял и продолжит дальше бредить, ну, значит, сдохнет заикой. Вот и все. А остальные, добро пожаловать на мои занятия. 3 дня мы от бреда уходим, приходим к общеупотребительной устной речи, как она и должна верно и правильно осуществляться. Ну и начинаем становиться нормальными людьми, говорить абсолютно нормально, общеупотребительно, без каких-либо усилий, вот так же легко и просто, как это делают все люди. Наши уста от природы заточены на работу на гравитации, то есть практически без каких-либо физических усилий со стороны человека. И все это техника Рингтона. Как только вы ее осваиваете, то ваши уста начинают говорить легко и просто все, что вы захотите. Ну, естественно, в рамках того, что это именно устное, а не какое-либо слово, придуманное или разбитое, или составленное из слогов, звуков и так далее. То есть устное слово, я повторяю, состоит только из рингтонов, из устных рингтонов. Ладненько, всего доброго, всем пока-пока.